Двухминутную коробочку с рабочими 90-200 кубиков. Ленточка для перископа. Всем привет! Вы на канале Temp Models. Сегодня мы запускаем новую рубрику, где будем детально разбирать конкретные дополнения и аксессуары. Пройдем весь цикл от состава набора до финальной покраски со всеми нюансами сборки. В таких выпусках мы будем параллельно делиться новостями по нашим текущим проектам и обсуждать насущные вопросы канала. Так что будем на связи прямо в процессе работы. И первый герой новой рубрики – управляемая ракета Гром-1. Прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Пару слов о самом прототипе. В официальных ресурсах эту систему часто обозначают как УК-РБВ. Главная фишка этой ракеты заключается в ее модульной конструкции. Разработчики предусмотрели два варианта компоновки. Один идет с маршевым двигателем, а второй с дополнительной боевой частью вместо него. В нашем наборе представлен именно первый вариант с двигателем. Ну а теперь заглянем в упаковку. О ней почему-то редко говорят, но весь набор идет в жестком пластиковом блистере, и это жирный плюс к сохранности набора, детали точно приедут целыми. Внутри комплект на две полные ракеты, выполненные методом 3D-печати. По наполнению имеем основной корпус, носовой обтекатель, отдельную плату с хвостовым оперением и крыльями модуля управления. Также в наборе идут два авиационных катапультных устройства. Они тоже печатные, но их в этом видео мы рассматривать не будем. Приятное дополнение – это наличие декали в комплекте, так что с техничкой проблем не возникнет. Что ж, переходим к работе и начинаем, как обычно, с отделения поддержек. На видео отлично видно, как легко отходят поддержки. Полимер ведет себя послушно, поддержки буквально отщелкиваются, не требуя лишних усилий. Особенно радует, что при таком способе отделения тончайшие кромки оперения абсолютно не страдают. Все остается целым и без сколов. Кстати, небольшой лайфхак по работе с набором. Блоки с хвостовым оперением я не стал полностью очищать, я просто разрезал их на части, оставив сами детали на родных поддержках. Так их будет гораздо удобнее держать при дальнейшей покраске, и риск повредить мелочевку сводится к минимуму. После отделения поддержек переходим к зачистке следов. Для идеальной стыковки основного корпуса и носового обтекателя никакой сложной подгонки не требуется, достаточно просто притереть их друг к другу. Пара движений и детали садятся без щелей. С крыльями работы чуть больше. Важный момент, на реальном прототипе они металлические, поэтому любая шероховатость или след от печати сразу выдаст масштаб. Чтобы добиться аутентичного вида, я сначала убираю точки крепления поддержек абразивными губками, а затем тщательно вывожу поверхность наждачной бумагой, постепенно повышая зернистость. Однако здесь есть один нюанс. Деталь, которая крепит крылья к ракете, образует заметную ступеньку. Скорее всего, это вызвано толщиной самих крыльев. Сделаю их тоньше ради отсутствия ступеньки, и они станут слишком хрупкими. Поэтому для борьбы с этим перепадом я сначала немного сошлифовал саму ось под крылья, а затем и крепежную деталь вывел за подлицо с корпусом ракеты. В завершении я еще раз прошелся абразивами по местам, где оставались следы от печати. Только такая последовательная полировка позволит подготовить детали к идеальному нанесению грунта. Сам носовой обтекатель я также слегка зашлифовал, чтобы полностью убрать микрорельеф печати. Теперь к референсам. Чтобы не делать скучные белые ракеты, решено одну из них выполнить в виде испытательного образца в ярком красном цвете. Это отличный способ разнообразить полку и показать изделие в необычном выставочном амплуа. Переходим к покраске. Начинаю, как обычно, с нанесения грунта. Для базы я использовал классический белый грунт от Mr. Hobby. А вот для красного варианта в качестве подложки выбрал темно-серый грунт, который намешал самостоятельно, добавив немного черного в белый. Такая подложка позволяет приглушить яркость и получить более глубокий, насыщенный оттенок красного, который нам и нужен для испытательного образца.
Отдельное внимание уделим соплам. Характерный коричневый цвет на российских ракетах – это не краска, а композитная теплозащита. Чтобы передать этот эффект, я использовал смесь желтого и красного цветов в качестве базового слоя. А далее через жидкость для чиппинга я нанес более темный оттенок и сделал характерные сколы. Крылья красил по следующей схеме. В качестве подложки нанес глянцевую черную базу от Хаси, а основным слоем хромовую заправку от Dispy. После работы с соплами я замаскировал хвостовую часть. Чтобы убрать коричневый напыл, который неизбежно попал на корпус, я еще раз прошелся белым грунтом. В качестве основного цвета для белой ракеты я выбрал C1 от Ганзы. Это классический чисто белый цвет, который отлично ложится и дает нужную плотность покрытия. Для второй ракеты в качестве базового цвета я использовал Акан. Этот оттенок красного отлично ложится на подготовленный ранее темно-серый грунт, давая глубокий и насыщенный тон, характерный для испытательных образцов. Пока ракеты подсыхают, пара слов о насущном, а именно о следующей серии постройки Су-34. Я внимательно читаю вашу критику и комментарии. Со звуком я постепенно разбираюсь, так что, кстати, напишите в комментариях, как вам качество аудио в этом ролике. Вторая серия сборки также будет посвящена подвесному вооружению. В текущей конфигурации на модель будут подвешены управляемые ракеты воздух-воздух, о которых и пойдет речь. Но так как эти ракеты мы уже досконально разбирали в сезоне постройки Су-27, то видео будет скорее проходным. Я расскажу нюансы конкретного набора, покажу интересные референсы, и мы быстро пробежимся по сборке. Остальное вооружение будем освещать в роликах, подобных этому. Например, отдельный выпуск про сборку УМПК полностью закроет все вопросы, связанные с чугуном. А вот уже с третьей серии мы полностью окунемся в работу над самим самолетом, сборка и покраска множества мельчайших элементов интерьера, стоек и низ шасси. Будет детально, так что не пропустите. Носовой обтекатель для белой ракеты я окрасил в серый радиопрозрачный от Акана. Узлы крепления ракеты к авиационному катапультному устройству я выделил акрилом черный металлик от AMA. Переходим к декалям. В наборе они отпечатаны фирмой Бегемот. Качество исполнения отличное, все четко, без смещений, техничка читается хорошо. При работе с декалями есть один важный нюанс. На моделях, где предусмотрены полосы, идущие по окружности корпуса, я всегда сначала отмеряю необходимую длину с помощью модельного скотча. Это позволяет заранее подрезать декаль по размеру, чтобы потом не мучиться с подгонкой лезвием прямо по месту. В остальном все стандартно. В работе использую всем известные сеттер и софтер от Ганзы. Они отлично приваривают подложку к поверхности, заставляя декаль буквально влиться в рельеф. Кстати, прямо перед нанесением декалей я заметил важную деталь по матчасти. Серый цвет радиопрозрачного обтекателя на прототипе заканчивается не строго по линии стыковки деталей, а заходит чуть дальше на сам корпус ракеты. Пришлось оперативно внести правки и покрасить этот момент, чтобы геометрия окраса соответствовала реальности. Теперь все на своих местах. После нанесения декалей я защитил поверхность слоем глянцевого лака. Он и будет основой для финального этапа – смывки. Я решил сделать ее достаточно акцентной. В подобных обзорах нам важно показать всю проработку набора, каждый болтик и линию расшивки. Смывка отлично проявила возможности 3D-печати, выделив все конструктивные особенности ракеты. Теперь модель выглядит объемной. Осталось приклеить крылья и хвостовое оперение. Сборка интуитивно понятная, детали садятся на свои места без лишней подгонки. Кстати, для красной демонстрационной ракеты я выбрал вариант с разложенными крыльями. В таком виде Гром-1 выглядит максимально эффектно и динамично. На этом постройка завершена, и давайте смотреть, что получилось в итоге.
Если вам понравились эти наборы, то хорошая новость. Данные ракеты доступны сразу во всех 3 основных масштабах. Переходите на наш сайт, там вы найдете не только Гром-1, но и множество других высоко детализированных дополнений для отечественной авиации. Они помогут вывести вашу модель на новый уровень. И самое главное, мы занимаемся доставкой по всему миру, так что ваш заказ доедет в целости и сохранности, в какой бы точке планеты вы ни находились. Все ссылки будут в описании под видео. Ну а на сегодня это все. Пишите в комментариях, как вам такой формат обзоров, и до встречи в новых выпусках на канале Temp Models.